Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о стриме и о влогах канала Лена и Ваня Лайф. А пока я буду рассказывать, что у них произошло, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну что сказать. Лена была до 8 вечера на пляже. Думаю, интересно очень. А как так? Как так ты вообще умудрилась пойти на пляж до 8 вечера, зная, что у тебя ребенок дома больной? Немного странно. Зашла Лена еще и в хамам. Ну вот как так можно расслабляться? Не понимаю я этого. Сначала убедись, что с ребенком все нормально, что он жив, здоров. И потом уже, конечно же, можно развлекаться. Но нет, Лена, что Лена? Лена оставила Ваню на маму, а сама пошла в хамам и на пляж. Я рассказала очень интересную историю о том, что турок в хамаме в возрасте уже. И тут Оксана, которая рядом сидела с ней на стриме, подправляя, говорит, ну какой же, мол, возраст? 50 лет. Ну да, действительно, еще пара-тройка лет, Лена, и ты будешь уже в возрасте, да, 50 лет. И очень было интересно, Лена говорит, ей это так понравилось даже, с одной стороны, с другой стороны, рассмешила, что, мол, у нее там какой-то кран не работал, она позвала этого самого турка, чтобы он ей помог этот кран починить, а он неправильно понял, там шторку задернул. В общем, пока он понял, что Лена от него хотела только, чтобы он кран починил, прошло достаточно времени. И Лену это, конечно же, с одной стороны повеселило, с другой стороны, может быть, даже удивило. Ну, а с третьей стороны, я так поняла, что Лена в восторге от того, что на нее обращают внимание мужчины, да. Так вот она говорила это без раздражения, она это говорила, может быть, даже кокетливо немного, да, вот ей это понравилось. Ну, конечно, понравилось, когда на нее обратил внимание мужчина. Лене очень нужно мужское внимание. И даже чуточку больше, чем просто внимание. Но почему-то Лена считает, что это не так, и что, в принципе, она нас убеждает в том, что у нее есть Андрей. Это, как мне кажется, странненько. Вот так вот делать, как Лена делает, да. Для чего? Непонятно. Но есть Андрей, есть Андрей. Нет Андрея, нет Андрея. Скажи, нет Андрея, да и все. Так нет же. Убеждает всех, что Андрей есть, а сама так рада. Ну так рада, когда на нее обращают внимание мужчины. Странно, правда? Ну и, кстати говоря, о измене, да, о ревности какой-то. И Лена, и Оксана взахлеб уверяют зрителей, что вот если бы хотел мужчина изменить, давным-давно изменил бы. Ему даже уезжать не надо, часа хватило бы, да. То есть поездка куда-нибудь без мужа – это абсолютно нормально. В этом нас пытались сестры убедить на стриме. Мол, и Андрей хотел бы изменить, изменил бы, и Юра хотел бы изменить, тоже изменил бы. Так что нет, они в своих мужчинах уверены, и никто никому не изменяет. По крайней мере, в этом уверены Лена и Оксана. Это главное, чтобы они были уверены. А еще Лена уверена в том, что она неправильный родитель. Да, вот все родители как родители, а Лена больше как родитель-подруга своему ребенку. Ну да, именно поэтому Ваня периодически позволяет себе много лишнего по отношению к Лене. Да, я имею в виду его словесные какие-то выражения. Мол, я неправильный родитель, мы неправильные родители, что-то как-то вроде того Лена выразилась, и Оксана, мол, тоже неправильная тетя, все вот как-то, ну, нет такого взаимоотношения, как тетя и племянник, да, мама и сын. Как-то вот больше дружеские какие-то взаимоотношения. Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, а с другой стороны, тут главное все-таки, да, не перегибать палку и держать все-таки дистанцию и понимать, что ты мама, и на тебе ответственность за жизнь и здоровье ребенка в первую очередь. За его воспитание, за его образование, за его жилплощадь, за все абсолютно на тебе ответственность. Нельзя к этому так легко и просто относиться. А, я мама, я подружка. Ну, нельзя так. Ну, просто нельзя. Надо быть ответственной. В принципе, дети не просили нас их рожать, ну, согласитесь. А если мы, родители, уже родили детей, то мы ответственны за их будущее. Спросили Лену, почему папа не поехал с ними. Но Лена, как всегда, говорит о том, что папа имеет свое мнение, и сколько его не уговаривал, он, мол, все отказывается. Но мама согласилась поехать, вот она, мол, и поехала. А папу сколько не уговаривал, мол, год уговаривали, а все никак. Ну, не знаю, так это или не так, с одной стороны. С другой стороны, каждый выбирает для себя, правда? Вот где ему комфортно, там ему и комфортно. Ну, с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что маме Лены
и Оксаны сейчас прям, ну, очень комфортно. Совсем я не думаю об этом. Почему? Потому как вот сейчас уже начались проблемы со здоровьем даже у мамы ее. Вот я забегая вперед могу сказать. Почему? Потому как здоровый человек вряд ли пойдет в поликлинику или в больницу или куда там еще. И не по страховке, а самостоятельно. То есть за свой счет пошла мама на капельницы и пошла мама сдавать анализы. Ну, по крайней мере, мне показалось это очень и очень странным. Значит, что-то непредвиденное, правда, ведь произошло? Что-то очень такое, что вообще не страховой случай. Непонятно, что произошло, но тем не менее за свой счет мама пошла. Интересно, кто ей оплатил? Девочки помогли ей материально маме или мама сама имеет свой кошелек и сама расплачивается? Просто интересно. Ну и на стриме делали, конечно, комплименты Лене и Оксане, мол, Оксана красоточка, а Лена умница. Ну да, Оксана красоточка и Лена умница. Они сидели обе в очень интересных таких повязочках на головах. У Оксаны был бантик, у Лены бантика не было. И говорят Оксана с Леной о том, что мы сегодня в образе. Ну и правильно заметили в комментариях, в образе Солохи Оксана очень прям, ну, была похожа на Солоху Оксана. Но, видимо, не знает ни Оксана, ни Елена, кто такая Солоха, и с творчеством Гоголя, видимо, тоже не знакома. Поэтому они пропустили этот комментарий мимо ушей. Лена считает себя старше Оксаны, по крайней мере, по уму. Да, и это она заявляет безапелляционно, тут же в присутствии Оксаны. Это какой-то кошмар, ужас какой-то. Даже если ты себя и считаешь умнее, ну, уже молчи об этом, реально будь умнее. Но опять же, судя по поведению Лены, я бы не сказала, что Лена права в этом случае. Очень как-то все странненько. И Оксана вообще никак на это не отреагировала. Она, да, Лена умнее меня, пусть будет так. Кстати говоря, Оксана в этом плане очень даже умно поступила. Она не стала спорить с Леной. Пусть будет так, как думает Лена. Да? Для всеобщего спокойствия это лучше. Ну, Турция, конечно же, это рай. Это рай для Лены. Лена просто в восторге. Она в своей любимой Турции. И вот одно плохо, то, что раньше она у плохого мастера наращивала ресницы, а сейчас вот поняла, что надо было бы сразу идти к другому. Ну, короче говоря, сейчас Турция действительно рай во всех отношениях. И ресницы у Лены тоже не отлипают, не отклеиваются, не разлетаются, как это было в прошлый раз. И опять же Лена перепутала накладные ресницы и нарощенные ресницы. Ей наращивали ресницы, а Лена все еще считает, что они у нее накладные. Вот. Ну и, конечно же, встреча Судаковой. Но встречу Судаковой они не покажут, да. Но, несмотря на то, что говорят, что Судакова плохая, она какая-то хамка и прочее, прочее, прочее. Нет, Лена так не считает. Она говорит, что Судакова это человек с открытой душой. Представляете? И Лена и Оксана еще с удовольствием с ней встретятся. И не один раз. Вот так. И несмотря на то, что писали в комментариях, что Судакова может и обмануть, и она скупая, и она хамка, и так далее, и так далее. В общем, все отрицательные качества Судаковой перечислили. Лена и Оксана как будто бы не видят этих комментариев и пропускают их мимо ушей. В конце концов, женщина, которая писала эти комментарии, сказала, но я как будто бы в пустоту пишу. Почему вы вообще не читаете мои комментарии? А я так думаю, что потому, что Лена считает, что только ее мнение имеет право на жизнь, и только ее мнение единственно верное. Но вот очень хочется мне дождаться того момента, когда Лена все-таки поймет, она умнее Оксаны, как она сама сказала, что Судакова не та, какой они себя, ее считают, и, возможно, изменит Лена свое мнение о Инне. Не знаю, посмотрим, возможно, я ошибаюсь, возможно, я слишком многого хочу от Лены. Но, да, от умных людей обычно требуют чуть больше, чем от других людей. Поэтому, Лена, ждем твоего мнения. Очень интересно, изменится ли оно через какое-то время. Ну и, конечно же, хамили зрителям. Оксана сказала, что планирует она дефиле в стиле ню. Еще, да, и одного раза мало. И, конечно же, тренажеры есть в спортзале, в том спортзале, куда они ходят. Но вы знаете, тренажеры через О. От слова «жор», наверное, да?
тренажеры. И весы есть в спортзале, и тренажеры есть. Ну, правильно. Поел и взвесился. Посмотрел, сколько прибавил. Наверное, вот из этих соображений. Я так думаю, что этот комментарий был написан специально через «о», да, вот это слово «тренажеры», с тем, чтобы потроллить сестер. Возможно. Но сестры не заметили вообще ошибки и абсолютно спокойно стали отвечать на вопрос, что да, есть тренажеры, есть весы в этом зале. Все есть, все замечательно. Вот. Говорит Лена о том, что, мол, YouTube не кормит. Представляете? Благодаря YouTube они приехали в Турцию, благодаря YouTube они живут. А в итоге что? YouTube, оказывается, не кормит. Надо же. И, мол, придется уйти на другую платформу. Нам тоже стали писать, нет, Дзен, это вообще ни о чем. Там вообще никаких заработков нет. Но Лена говорит, нет. В общем, думайте теперь, как нас смотреть. Вот так я поняла Лену. Мол, да, вот я ухожу, неизвестно, куда я уйду и когда это будет, но вот теперь, да, есть вам о чем заботиться, мои дорогие зрители. Думайте, куда я перенесусь, куда я свои влоги перенесу. Ну, опять же, ну вот куда она уйдет, ну вот куда? По-моему, ни одна из платформ так не оплачивает щедро влоги, как YouTube. Да, я понимаю, что сейчас, конечно, другая несколько ситуация. Сейчас оплачиваются только просмотры, которые не из России. Но, тем не менее, Лену смотрят достаточно людей не из России, и поэтому у Лены, чтобы она не говорила, у нее прекрасный доход. Хотя нет, она говорит, вот, хотите, чтобы я поехала туда-то и туда-то, поддержите канал донатами. Ну, в открытую это говорит, вообще не стесняясь. Я просто не понимаю, как можно так жить. Просто я не понимаю. Хотите это увидеть? Поддержите канал донатами, да. Ну, правда, вначале она говорила, поддержите канал лайками, а потом, видно, поняла, что это не даст ей поступление на ее банковскую карту, говорит, поддержите канал донатами. Без зазрения совести. В присутствии Вани. Кстати говоря, Ваня ходил за Леной и Оксаной, прошелся пару раз туда-обратно. В пододеяльнике, что ли, он был? Непонятно, во что-то он был закутан, только вот глаза были, щелочки такие вот видны, и все. Как-то странно Ваня ходил. Но Лена на это никак не отреагировала особо, да, Лиза сказала, уйди из кадра, и все. А то, что ребенок ходит, у нее не пойми, то ли он в подушке был, то ли в пододеяльнике, непонятно. В каком-то постельном белье Ваня был. И ходил так по квартире. Не кормит YouTube Лену, именно так Лена и сказала. Зато Лена считает, что надо накормить голодных. Увидела она кошечку у своего жилкомплекса и говорит, сейчас зайду в магазин и куплю корм кошечке. И действительно, вы знаете, на мое удивление, да, Лена пошла и купила корм. Говорит, вот теперь всегда, мол, буду ходить и кормить эту кошечку. Ну, или какую-нибудь другую, которую встречу. А эта кошечка, говорит, недавно окатилась. В общем, да, надо кормить голодных. Лена, что с тобой случилось? Ты хочешь подать пример своим зрителям? Мол, смотрите, я кормлю кошечку, а вы кормите меня. Да, давайте донатов, да побольше. Ну, а дальше было очень интересно. В комментариях ее спросили, Алания, это что такое? Это район Махмутлара? На что Лена ответила, ну, напомню, Лена умнее Оксаны. И говорит Лена о том, что, да, скорее всего, говорит, Махмутлар это район Алании. Но, Лена, я хочу тебе заметить, что Махмутлар находится приблизительно в 10 километрах от Алании, в провинции Анталия. Но, Лена, видимо, ты этого не знала, хоть ты и самая умная в той квартире, в которой вы живете. Почему я так говорю? Потому как ни мама ничего не сказала, ни Оксана ничего не сказала вот в процессе стрима. Могли бы как-то подколоть Лену, да? Нет, все с этим согласились. Все нормально. Лена самая умная в квартире. Очень мне понравилось, что их зрители, я так понимаю, их постоянные зрители, задают вопросы и тут же извиняются за то, что они задали вопрос. Но вопрос был абсолютно нормальный. Спросили Оксану, не является ли она крестной Вани. На что Оксана сказала, да, я крестная Вани. И тут же эти вот зрители говорят, извините за вопрос. Ну, вообще, можно так превознести Лену, ну и Оксану, соответственно, и так вот себя опустить? Я просто не понимаю этих людей. Тут же Лену попросили поменять аватарку на более какую-то актуальную, что ли, да? И на более симпатичную аватарку. И поменять, я так понимаю, шапку канала. На что Лена сказала, у нее нет проблем с аватаркой.
Без того, чтобы прислушаться к мнению своих зрителей, к мнению тех людей, которые, в конце концов, тебе делают зарплату, она говорит, у нее нет проблем с аватаркой. Видимо, проблемы с аватаркой Лены есть у зрителей. Ну, в Китай, конечно, она не поедет. Почему? Потому как зрители не поддерживают канал. И Лена напрямую говорит, зрители, поддержите канал. Хотите нас в Китае увидеть? Поддержите канал. В круиз не поеду, так как дело в деньгах, да. Ну, правда, сказали в деньгах, ну, это уже мелочи. То есть, опять же, деньги, деньги, еще раз деньги. Зрители, не мелочитесь. Дайте Лене возможности в круиз поехать, и в Китай поехать, и еще куда она захочет поехать. Такое ощущение, что Лена делает зрителям одолжение, когда куда-то ездит. И очень мне понравилось, как Лена прочитала название пляжа, который назывался «Фиговое дерево». Да, фиговое дерево. Ну, а дальше к этому фиговому дереву присоединилось еще очень интересное такое вот географическое название Бали. Да. Лена говорит, на Бали мы не были. Ну, думаю, почему не были? Уже не были. Раз, правильно? На Бали мы не были. Ну, так уже. Почему не Бали? Бали правильно, но никак не Бали. И фиговое дерево, а не фиговое дерево. Ну, боюсь себе представить, что растет на фиговом дереве. Плоды фигового дерева страшно представить. Вот. И все еще помнит Лена о том, что 19 лет браку в этом году исполняется. Да, все еще Андрей где-то рядом вроде как. Ваня утром спит, гулять, конечно, он не пойдет с Леной и Оксаной. Он приехал отдыхать. Думаю, нормально. Ваня единственный из них приехал отдыхать. Мама их приехала кошеварить, обхаживать всю эту гоп-компанию. Лена и Оксана приехали за кайфушечками, насколько я поняла. Они приехали походить, погулять, да, поехали для того, чтобы на базар съездить, поехали туда для того, чтобы в море купаться. Ну, а Ваня приехал отдыхать. Ваня обложился планшетами, какими-то нетбуками, ноутбуками, не знаю, чем, всякими гаджетами, телефонами, и отдыхает. Я вот подумала, с точно таким же успехом мог бы остаться дома. Ну, действительно. И вот точно так же отдыхать, да, вот во всех гаджетах. Ну, как-то странно все. Очень странный отдых. Но зато Ваня потом сможет сказать, что я был в Турции. Да, я из Турции выходил в интернет. Угу. Вот. Говорит Лена о том, что огромное количество положительных эмоций, которые Лена испытывает в Турции, очень-очень раздражают ее зрителей. Вот огромное количество. Ну, конечно, Лен, именно это и раздражает. Конечно, все завидуем. Да-да-да, завидуем, никак не можем остановиться. Все завидуем тебе. И, конечно же, опять же, про деньги речь зашла на стриме. Сказала Лена, что, мол, деньги из Райффайзенбанка теперь можно вообще получить, забыть о получении этих денег. Сейчас вот какие-то проценты сумасшедшие. Но опять же скажу, что 50%, которые оставляет себе банк, да, с той суммы, которую блогер снимает, не касается ИП. А я думаю, что Лена честный блогер, и я надеюсь на то, что у нее все-таки зарегистрировано ИП, и она платит налоги, и поэтому ей переживать и опасаться нечего. Но опять же, насколько я знаю, я боюсь дезинформировать, надо эту информацию, конечно, еще уточнить тому, кому это интересно. Но насколько я слышала, 50% не снимают с индивидуальных предпринимателей. Узнайте, уточните эту информацию, так это или нет. Если так, то Лене вообще не о чем беспокоиться. Ну вот если нет, то, конечно, да, уже надо будет начинать беспокоиться. Но сначала все надо уточнить. Очень было интересно, когда Лена заметила, что вот она не может без Оксаны прожить. Ну, Оксана и тут же говорит, ну а почему только без меня? Вон, мол, еще без Вани, без мамы, без папы. Ну, Лена с этим тоже как-то так нехотя согласилась. Главное, чтобы Оксана была. Ну, а как же Андрей? Ну, правда ведь? Ну, вот тут странно как-то. Нет, вот главное Оксана. Андрей, сын, мама, это как-то постольку-постольку. Главное, чтобы Оксана была. Уж не знаю, какие там такие вот родственные узы их связывают сильные. Что именно их связывает? То ли на денежная это банковская карта, общий счет какой-то банковский или что, но я не знаю, как по мне, так только вот материальное что-то вот так сильно может сплотить сестер, что прям вот, ах, я не понимаю этого так, чтобы наплевать на своего ребенка, на своего мужа, правда, не знаю, есть он или нет, скорее всего, нет, но Лена нам исправно говорит о том, что он где-то рядом, вот где-то в кустах Андрей прячется.
про маму забыть, про папу, главная сестра. Что там такое, я не знаю. Или просто ради красного словца это было сказано. Но если бы Оксана не подправила Лену, не сказала бы: Лена, у тебя еще есть сын, мама и папа, ну еще где-то Андрей, да, вроде как, то Лена бы про них благополучно забыла. Ну, а Лена пошла погулять с утра. Говорит, вот, хотелось бы поехать туда-сюда, но Ваня сказал, что он со мной не поедет, так как его вывернет наизнанок. Ну, Лена сказала наизнанку, но не суть, да. Вывернет его наизнанок. Ну и что я могу сказать? Могу сказать, что Ваню выворачивать наизнанок только по его собственному желанию. Помнится мне, когда за планшетом они на барахолку или куда они там ехали, или в магазин, а сейчас уже точно не скажу. Ваню не вывернула, потому как ехали за той вещью, за тем гаджетом, который нужен был Ване. А как только надо куда-то Лене поехать, Ваню тут же выворачивает. И Ваня об этом предупреждает заранее. Говорит, меня вывернет наизнанок. Нет, я туда не поеду. Уникально. Нашла Лена какой-то пляж, устала ходить, села на качели, качается на этих качелях. И говорит, вот я села на качелю. Вот на качели Лена сидит, на одной. Ой, Лена, почему не на качелях? Ведь качели, одни качели, да? Ну нет. Для Лены это очень тяжело. Понять это, принять и вообще. И сказать правильно, тяжко Лене. Ну и Ваня говорит, ничего не ел целый день и целый день голодный, поэтому Лена ему купила какие-то печенья сухие, ну это правильно. Но с вареньем почему-то разрешила есть эти самые печенья. Ну, все лучше, чем колу пить или что-либо другое есть. Ваня говорит, не любит шоколада, да, ну помнится мне, она купила ему то ли чипсы шоколадные пару дней назад, то ли какие-то шарики шоколадные, что-то вроде того. Но опять же знаю, что Ваня не любит шоколад, она ему это купила. И Ваня, кстати говоря, сказал, я такого не ем. Ну вот, видимо, после этого случая Лена и запомнила, что ее сын не любит шоколада. Была в магазине, заходит она в квартиру и говорит, вот я с чувством собственного достоинства и с чувством выполненного долга. Я, мол, захожу в квартиру, была в магазине, все купила. Думаю, ну это вообще нормально так, а? Хочу сказать, что чувство собственного достоинства она никогда не теряет. Даже когда его у нее нет, она все равно держит хвост пистолетом, делает вид, что так оно все было задумано, так оно и надо. Вот, ну, а с чувством выполненного долга, ну, вот уже хорошо. У Лены есть долг, который Лена выполнила. Это радует. Говорит про врачей, которые оказали Ване первую помощь при отравлении, пренебрежительно. Говорит, эти в клинике сказали, что если будет хуже, то надо к ним снова будет обратиться. Эти, представляете, не врачи, не люди, которые спасли моего ребенка от обезвоживания и вообще, в принципе, спасли, помогли ему. Эти. Вот это я понимаю, а? Вот это высший градус наглости, хамства и какой-то, знаете, я даже не знаю, как назвать это. Это высшая степень пренебрежения к тем людям, которые тебе помогли. Вот. Ну, а в принципе, больше ничего такого особенного не было интересного. Единственное, что Лена заявила, что она любит футболочное платье, когда они ходили с Оксаной по рынку, выбирали какие-то тунички. И оказывается, туника – это футболочное платье. Ну и Лена очень переживает о том, что ей будут писать компрометирующие комментарии. Она так и говорит, смотрите, чтобы не было компрометирующих комментариев. Вот так, компрометирующие комментарии. Уникально, конечно. Лена как скажет что-то, ну да, я забыла, она же самая умная. Она умнее всех в этой квартире, в которой они сейчас живут. Ну, что сказать, Лена остается Леной. Лена верна себе. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем огромное спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Всем пока.